Секретные архивы ФБР всегда были овеяны тайной и загадками, но в последние годы общественность получает все больше доступа к ранее недоступным материалам. В 1947 году произошел знаменитый Розуэльский инцидент, который до сих пор вызывает споры и интерес миллионов. Особенно интригуют документы, обнаруженные в архиве на тему неопознанных летающих объектов. Эти материалы раскрывают сотни сообщений о НЛО, включая гиперзвуковые скорости и уникальные феномены, упоминаемые очевидцами. ФБР начало делиться рассекреченными файлами о загадочных случаях, привлекающих внимание специалистов и обывателей. Несмотря на то, что многие из документов были уничтожены из-за нехватки места или отсутствия весомых данных, сохранившиеся крохи позволяют взглянуть на непростые решения и удивительные события прошлого. В них говорится о необычных перехватах и свидетельствах, однако фотографии зачастую скрыты для защиты частной информации. Погрузиться в эти рассказы значит осознать, как долгое время шла работа ФБР и как тщательно были собраны многочисленные свидетельства из разных частей страны. После долгих лет домысла и тайн рассекреченные файлы открывают честное и откровенное отражение событий, которые когда-то были скрыты от посторонних глаз. Это лишь начало увлекательного путешествия сквозь занавесу секретов, где еще множество деталей готово предстать перед нами. Тайные агенты. В их жизни были две стороны – реальная и та, что находилась под прикрытием. Тайные агенты ФБР, чья работа оставалась в тени, выполняли важные задачи по защите национальной безопасности. Важно понимать, что ФБР занималась преимущественно внутренней безопасностью, выявляя потенциальные угрозы внутри страны, в то время как ЦРУ специализировалась на внешней разведке. Во время Холодной войны агенты ФБР разрабатывали тонкие операции по выявлению и пресечению деятельности советских шпионов. Несколько бывших агентов сейчас, уже находясь на заслуженном отдыхе, решили приоткрыть завесу своей непростой жизни. Они делятся своими внимательными наблюдениями и уникальными формами легенд, тщательно созданными образами для создания правдоподобных прикрытий. Многое из того, что говорят эти агенты, стало доступным благодаря разрешению на публикацию их рассказов. В их материале можно найти множество примеров успешных разведывательных операций и контрразведывательных движений, таких как проект Венона, который сыграл важную роль в разоблачении советских агентов. Слушая их рассказы, зритель видит, как агенты стояли на переднем крае войны с опасностями, которые происходили не только извне, но и внутри страны. Их вклад в безопасность звенел в эпоху, когда карты стерлись, и каждая затянутая операция могла изменить баланс сил. Что же скрывает следующая история о сенсационных разоблачениях и удивительных судьбах? Дело «Холодная сталь». Дело с кодовым названием «Холодная сталь» – неожиданная страница в архиве ФБР, которая, как выясняется, лишь часть сложной пазловой истории. Несмотря на отсутствие открытых источников, подтверждающих его существование, некоторые материалы, полученные через каналы инсайдеров, намекают на тайную операцию, вращающуюся вокруг мощных криминальных авторитетов. В эти годы ФБР провело множество закрытых расследований, не все из которых вообще достигли общественности. Операция была нацелена на разоблачение сети, занимающейся нелегальным оборотом оружия, и жесткая терминология холодной стали была метафорическим отражением этой беспощадной войны. Отрывочные отчеты грузятся об упорстве агентов, пытавшихся разломить барьеры, установленные этой запутанной сетью. В их тексте можно уловить драматику и трагичность времени, где даже лучшие усилия порой не приводили к бронзовому результату. Под пытливыми взглядами теней, которые прятались за ширмой, агенты стояли в осаде постоянной угрозы. Их работа заключалась в том, чтобы шпионя за каждым движением черпать тени истины из лабиринта замкнутости. Упорные усилия, неприступные тайны и вскрытые факты о загадочном деле вызывают битву интерпретаций. Пока мы говорим об этих сверхсекретных лабиринтах, приглашаем вас погрузиться в интригующую завесу, которая выходит на сцену, раскрывая облик нераскрытых убийств, следующих на горизонте. Нераскрытые убийства. Нераскрытые убийства всегда держали ФБР в напряжении, и даже десятилетия спустя они не теряют своей актуальности. Одним из таких случаев является дело Джойс Малецки, которое всколыхнуло общественность и вызвало волну вопросов к правосудию. В ноябре 1969 года в Балтиморе она была найдена убитой, и это шокировало жителей города. Это дело было открыто заново после выхода документального сериала на популярной платформе, что добавило ему новых красок. Несмотря на усилия ФБР, множество вопросов до сих пор остаются без ответа. Какие тайны скрывает исчезновение ключевых свидетелей? Как бывает, что ключевые улики таинственно пропадают, эти детали бросают тень на усилия следователей, заставляя думать о скрытых влияниях
злоупотреблениях и недосказанностях. ФБР часто сталкивается с такими сложными вызовами. Нераскрытые убийства не только ставят под сомнение эффективность расследований, но и становятся своеобразными легендами. Они манят своей загадочностью, порождают массу теорий и домыслов. Что же происходит в темных кулуарах ФБР, где обсуждаются самые спорные решения? Мы погружаемся в мир, где правда иногда приходится добиваться через совещания в полумраке, испещренные разногласиями и интригами. Совещание в полумраке. Совещания ФБР – это не мистические собрания в темных коридорах, а тщательно организованные встречи, где принимаются жизненно важные решения. За закрытыми дверями строго соблюдаются протоколы безопасности и конфиденциальности. Даже в век технологий, где шифрованная связь – норма, человеческий фактор остается ключевым. Агенты, участвуя в подобных совещаниях, работают над делами, способными повлиять на национальную безопасность. Но любые обсуждения, даже официальные, часто включают элементы человеческих взаимоотношений и политической тонкости. В сложном процессе рассмотрения дел агенты учитывают возможные последствия своих решений, и это иногда создает прецеденты для сильной аргументации и военных маневров в обсуждениях. И хотя такие моменты могут показаться драматичными, реальность заключается в четкости и последовательности действий с учетом всех юридических норм. Работа в этих напряженных условиях не проходит бесследно для сотрудников ФБР. Стресс и ожидание безупречного выполнения заданий – это непростая часть их профессии. Однако каждый дается выстоять благодаря опыту и четкому следованию инструкциям. Погружаясь глубже в атмосферу офиса, мы увидим, как давление контроля за расследованиями влияет на тех, кто стоит на линии фронта правопорядка, и как они справляются с нагрузками в самых критических ситуациях. Психологический прессинг. Каждое дело ФБР – это не просто сложный пазл, а настоящая проверка на прочность для агентов. Здесь, где каждое решение может отразиться на жизнях тысяч людей, от правильности действий зависит судьба целой нации. Психологический прессинг, которым славится эта работа, это не миф, а серьезная нагрузка, однако его размеры четко регулируются международными нормами и внутренними правилами бюро. Строгое соблюдение Женевской конвенции 1949 года гарантирует, что методы, используемые во время допросов, далеки от жестокости и пыток. ФБР осознает все сложности работы под постоянным напряжением и потому разработала широкий спектр программ поддержки. Эти программы не только обеспечивают агентов необходимыми навыками психологической устойчивости, но и создают условия для обмена опытом с коллегами. Благодаря такой системе агенты получают возможность справляться с давлением без вреда для их психоэмоционального состояния. Да, бюро ведет как открытую работу, так и классифицированные операции, но детали последних часто остаются за завесой секретности. Каждая операция создается в рамках закона и направлена на сохранение безопасности внутри страны. Это огромная ответственность, которая требует от агентов полного погружения и колоссальной устойчивости. Когда мы смотрим на эту загадочную профессию, появляется желание узнать больше о тех теневых операциях, которые остаются в разряде малоизвестных. Здесь мы подбираемся к новому уровню расследований, увидев действия агентов с другой, более сложной стороны. Операция «Змеиное гнездо». Операция «Змеиное гнездо» в контексте ФБР, пожалуй, одна из самых загадочных и труднодостижимых историй в архивах. Хотя каких-либо достоверных свидетельств этой конкретной операции в открытых источниках нет, из инсайдерских источников можно услышать о тайной борьбе с криминальными сетями, в которой агенты ФБР работали под прикрытием, используя псевдонимы и легенды. Эта история приоткрывает перед нами завесу. Усилия бюро по разрушению опасных криминальных сетей, расползающихся словно змеи. Агенты использовали различные разведывательные тактики и аналитические приемы, чтобы войти в доверие к верхушке преступного сообщества. Напряжение и необходимость мгновенных решений держали их в постоянной готовности. Честно признаться, немногие операции ФБР могут похвастаться сравнительным успехом в борьбе с преступностью. Одна загадочная деталь, оставшаяся в веках, это причастность высокопоставленных фигур. Несмотря на слухи, доказательств влияния криминальных лидеров на политические эшелоны власти было трудно обнаружить. Работая в секретных условиях, агенты стремились развернуть операции таким образом, чтобы не только собрать необходимые улики, но и максимально обезопасить процесс расследования. Операция оставалась во многом закрытой из-за конфиденциальности и юридической сложности. Однако постепенно находятся свидетельства, проливающие свет на методы и порядок действий. Общим пониманием этих закулисных дел служит осознание стратегических игр ФБР в борьбе с преступностью, и как раз это дает нам представление о загадочной и
и интригующей работе агентов. При подготовке сюжетов для документальных фильмов мы все чаще обнаруживаем, почему такие уникальные главы остаются затененными. Возможно, вскоре придет время узнать больше о том, какие секретные материалы ФБР собирало на знаменитых людей, скрывая их от сознания широкой публики. Досье на известных личностей. В архиве секретных досье ФБР скрываются удивительные истории о самых известных людях 20 века. Джон Леннон своим призывом к миру и антивоенной активностью привлек к себе внимание ФБР, которое подозревало его в радикальных идеях и пристально следило за ним. Мартин Лютер Кинг, борец за права человека, тоже оказался под надзором бюро по указанию самого Джерри Эдгара Гувера. Его непоколебимая поддержка антисегрегационных движений воспринималась как угроза национальной безопасности. Альберт Эйнштейн с его взглядами на мировую справедливость также не остался без внимания. О нем было собрано множество не всегда проверенных данных, отражающих политические опасения того времени. Это досье, как и многие другие, часто основывались на слухах и предвзятых представлениях, что, безусловно, отражало политическую паранойю внутри ФБР. Элизабет Тейлор и Уолт Дисней также попали на страницы архивов, причем последний даже сотрудничал с правительством, что придает всему еще большей интриги. Имена музыкантов, писателей и актеров запечатлены на страницах бюро, подчеркивая конфликт их творчества с политическими течениями того времени. Многолетние усилия по получению доступа к этим материалам, предпринятые через законы о свободе информации, раскрывают удивительные тайны и позволяют нам заглянуть в сознание тех, кто стоял за слежкой. Под влиянием беспокойства о большевизме и коммунизме ФБР вело наблюдение за теми, кто отважился высказаться против мейнстримного мнения. Истории эти захватывают еще больше, когда мы переключаем внимание на закулисные политические игры, сыгравшие ключевые роли в жизни и карьерном пути знаменитостей, ставших жертвами бюрократических догадок. Политические интриги. История ФБР началась, когда оно еще не носило это известное наименование. В 1908 году было основано Бюро расследований, и уже в его первые годы работа агентов находилась под влиянием политических игр. Подразделение подчинялось Министерству юстиции, что позволяло политическим фигурам использовать его в своих интригах и манипуляциях. Только в 1935 году с реформами Эдгара Гувера бюро стало тем ФБР, которое известно нам сегодня. Эпоха маккартизма в 50-е годы запомнилась общественности охотой на ведьм, выраженной в антикоммунистических кампаниях. Политическое давление на спецслужбы в это время было значительным, хотя прямых доказательств массового устранения агентов нет. ФБР под руководством Гувера вело активное наблюдение за гражданскими активистами, что подчеркивало тяжесть политического контроля. Эдгар Гувер, занимавший пост директора почти полвека, известен своими методами управления, включавшими сбор компромата на политических деятелей. Им велась тщательная слежка за лидерами движения за гражданские права, включая Мартина Лютера Кинга, что стало одним из примеров реального политического контроля. Говоря о политических интригах, важно помнить, что они оказывали влияние не только на расследования, но и на внутреннюю политику бюро. Переговоры и скрытые соглашения, казалось, вершились в кулуарах власти, создавая атмосферу невидимой руки, определяющей исход дел. Хотя прямых фактов современники этих событий не оставили, влияние политических течений на работу агентства не вызывает сомнения. Такая реализация силы истины в смешении факторов политики и безопасности подводит нас к новой линии загадок расследований. Каждый рассказ скрывает за собой не только тщательно охраняемую правду, но и неизвестные страницы истории, пока не раскрытые перед широкой аудиторией. Это путь к пониманию тех, кто когда-то стоял на переднем крае, одновременно оставляя следы для будущих исследователей. Исчезновение свидетелей. Случаи исчезновений ключевых свидетелей – это загадочная страница в некоторых расследованиях, с которыми сталкивается ФБР. Эти загадочные случаи не всегда ведут к раскрытию крупных дел, но порой могут вызывать серьезные затруднения для следователей. Примером служит дело в Косово, где свидетели, участвующие в криминальных расследованиях, исчезали таинственным образом. Ярким случаем стало исчезновение Йылмаза Алтуна на фоне международного процесса, связанного с незаконным оборотом органов. Несмотря на его готовность сотрудничать, он внезапно пропал, оставив множество вопросов. Этот инцидент привлек внимание не только ФБР, но и международных полицейских структур, объединяющих усилия с местными силами правопорядка
для поиска потерянных нитей. Пытаясь разобраться в подобных ситуациях, ФБР и другие организации сталкиваются с массой слухов и теорий. Иногда в этих историях фигурируют отголоски конспираций, но чаще все упирается в сложные человеческие взаимоотношения и риски личной безопасности. Несмотря на все это, такие инциденты оставляют следы на страницах истории, подчеркивая не только недостающие детали, но и необходимость в слаженной работе всех международных партнеров. Таким образом, без доверия к громким заявлениям о заговоре, каждый такой случай проходит тщательное расследование. Здесь мы подходим к пониманию, как в этих загадочных исчезновениях скрывается больше, чем кажется на первый взгляд. Каждое исчезновение может открыть новые пути к разгадке, пока наша история переходит к более технологическим временам, где надежды на инновации также могут стать ключом к раскрытию древних загадок. Технологии прошлого. В начале своего пути ФБР не всегда находилась на гребне технического прогресса. На самом деле, лишь с открытием научной детективной лаборатории в 1932 году началось активное внедрение технологий. Это стало поворотным моментом для бюро, начав адаптацию и использование научных методов в расследованиях. Хотя в середине 20 века цифровые устройства еще не были доступны, ФБР успешно применяла сложные аналоговые технологии. Прослушивающие устройства стали ключевым инструментом в слежке, позволяя записывать и усиливать разговоры, превращая их в ценные улики через вдумчивый анализ. Эти устройства, встроенные в повседневные предметы, хотя и были примитивны по нынешним меркам, служили бюро верой и правдой. Имелись ограничения по качеству и длительности, но это не умаляло их значимости в борьбе с преступностью. Помимо этого, ФБР активно развивала методы анализа звуковых записей, такие как фоноскопия, что на тот момент было настоящей инновацией и расширяло возможности расследований. Специалисты, внедряя новые научные подходы, постоянно улучшали точность и эффективность методов идентификации, открывая новые горизонты для правопорядка. Сложности и достижения первых представителей бюро были связаны не только с технологической эволюцией. Каждый шаг вперед сопровождался борьбой с внутренними и внешними факторами, что делало работу более напряженной и захватывающей. Эти истории, сохранившиеся в архивах, дают нам уникальное представление о прошедших временах, когда технологии только начинали открывать двери для многих успешных и сложных дел в истории ФБР. Неизвестные повороты этой истории ведут нас к заключительной странице означенных контрактов, с которыми агенты сталкивались на закате карьеры. Последний контракт. История одного из самых загадочных агентов ФБР, Уильяма Картера, началась в 1958 году. Картер, проявив себя настоящим мастером своего дела, был неподражаем в скрытных операциях и известен своей способностью раскрывать сложные заговоры. Служащий более 3 десятилетий, он завершил множество дел, но одно так и не смог оставить позади. Он покинул службу, стремясь к тихой пенсии, но его ждал последний вызов. Случай, который возвращает его в строй, известен под названием Operation Echo. Это было дело, происходившее во времена Холодной войны, связывающее сеть предательств и политических интриг. Восстановление справедливости и выявление правды стали его личной миссией, несмотря на тяжелые воспоминания и угрозы, оставшиеся от участия в нем. История Картера тесно связана с разоблачением торговца оружием международного масштаба, работавшего под прикрытием посольства страны-союзника. Картер запросил поддержку международных партнеров для координации совместных операций. Благодаря его усилиям, сети, простиравшиеся через несколько континентов, были выявлены, но главный организатор сумел избежать правосудия и скрыться. В ходе глубокого анализа Картер обнаружил неоспоримые доказательства, оставшиеся вне официальных архивов, и это стало для него последним шансом раскрыть дело, мучившее его всю карьеру. Он рискнул всем – репутацией, личной безопасностью, но принял вызов, чтобы, наконец, поставить точку в этой запутанной истории. Потянув за нить прошлого, он начал свое новое расследование, свидетельствующее о том, что даже после окончания службы истинным агентом остаешься до конца своих дней,